участники летней школы, я хотела бы остановиться на втором вопросе, именно социальной работе с наркозависимыми лицами в Кыргызстане. В рамках данной темы раскроем такие вопросы, как виды социальных услуг, этапы социального сопровождения, особенности процессов социальной интеграции и ресоциализации, и также психолого-педагогические услуги, которые оказываются ключевым группам населения. Мы хотели сказать, что в прошлом году был проведен фокус группы именно для изучения этого вопроса, как же осуществляется процесс социального сопровождения неправительственными организациями и госструктурой. И для этого мы пригласили специалистов разных учреждений, например, Ист, Вест, Восток-Запад, социальное бюро при центре СПИД, общественный фонд Инфо Рейнбоу, или же департамент занятости в Бишкеке, общественный фонд Альтернатива в наркологии, РАНАР, Ассоциация социальных работников, представители общественного фонда «Социум» приняли участие, представители Министерства труда и социального развития, представители именно с центра СПИД приняли участие именно в фокус-групповом исследовании такого вопроса, как социальное сопровождение ключевых групп населения. И специалисты в рамках этого фокус-группы обсуждали актуальные проблемы, выделяли, с какими, например, проблемами сталкиваются женщины, которые употребляют инъекционные наркотики. И специалистами разработан алгоритм социального, не разработан, а показан алгоритм социального сопровождения разных групп именно населения. Это были женщины или лица, живущие с ВИЧ, лица, употребляющие инъекционные наркотики, женщины, подвергшиеся насилию, лица, живущие с ВИЧ. И в рамках круглого стола специалистами отмечен следующие этапы социального сопровождения. Социальное сопровождение начинается с открытия случая, потом проводится всесторонняя оценка случая, специалисты проводят планирование социального сопровождения, также вступают в реализацию этого плана. В зависимости от проблемы этот план может включать различную периодичность от 10 дней до года, до 2 лет. Дальше осуществляется систематический мониторинг, тоже зависит от степени тяжести проблемы. Это может быть краткосрочный мониторинговый процесс или длительный, долгосрочный. И в конце осуществляется закрытие случая. И тоже обговорены все условия, когда же социальное сопровождение будет приостановлено. Обратим внимание на такую ключевую группу, как женщины, употребляющие наркотические средства и живущие с ВИЧ. Специалистами определены следующие проблемы, как социальная дезориентация, отсутствие мест проживания, документов, криминализация этой группы населения, ограниченный доступ к различным услугам, медицинским, социальным, правовым услугам. Также всему этому очень большим препятствием является дискриминация, стигма. Сама стигма является еще одной из актуальнейших проблем. Дорогостоящее лечение, и имея такой круг проблем, каким образом будет человек сопровожден. На этот вопрос ответили представители фондов РАНАР, Астерия, Просвет, Улукман, также представители фонда Восток-Запад и также представители пробационного сервиса и системы занятости населения.
Они отметили следующий план социального сопровождения именно наркозависимых женщин. Во-первых, выявляется женщина, нуждающаяся в социальной помощи, и на основе сотрудничества с центром СПИД происходит информирование женщины о возможности получения социальной помощи в конкретной организации. Далее активная работа идет по установлению контакта между специалистами и клиентами. Этот фактор считается одним из самых важных и серьезных факторов, потому что от установления контакта, от формирования доверительных отношений зависит вся дальнейшая работа. Далее осуществляется психологическая диагностика, глубокая, углубленная психологическая диагностика, всесторонняя оценка проблемы, проблем именно экономического плана, социального плана, да, потребности женщины, ее ресурсы, может быть, есть какой-то выход, путь, может быть, который помогает этой женщине выйти из этой сложной жизненной ситуации. Также далее сопровождение разработка индивидуального плана социального сопровождения, которое тоже составляется совместно с клиенткой и другими членами междисциплинарной команды. Дальше специалисты отметили, что осуществляется регулярное оказание всесторонней помощи и реализация индивидуального плана социального сопровождения. Это, как уже отметила я, делится от недели до 2 лет, это может быть продолжится до 5 лет, то есть в зависимости от проблемы клиентки. Также регулярно проводится оценка эффективности социального сопровождения, да, и каждый раз оценивается ситуация, осуществляется мониторинг, все ли идет по плану или где-то нужно будет менять план. И этот процесс, по идее, должно сопровождаться закрытием случая. Что же такое закрытие случая? Это тот момент, когда человек уже перестает нуждаться в социальном сопровождении, и он уже самостоятельно начинает решать свои проблемы. Но тоже зависит разные причины закрытия случая. Это самый идеальный вариант, это когда человек уже перестает нуждаться в помощи специалистов. Есть еще другой момент, когда он переезжает, покидает страну или же место жительства. И еще один момент, когда человек покидает эту жизнь. В целом таков алгоритм работы именно с ключевой группой населения, и в зависимости от того, какая проблема у человека преобладает, зависит и дальнейший процесс социального сопровождения. В целом можно выделить следующие формы социальной работы с наркозависимыми лицами в Кыргызстане. Это социальная помощь, социальная правовая помощь, содействие при получении пособий и пенсий, помощь в трудоустройстве и психолого-педагогические услуги. На каждый из них попробуем остановиться поподробнее. Допустим, социальная помощь включает в себя следующие виды помощи, как оказание гуманитарной помощи, это в виде одежды, мыломоющих средств, продовольственной помощи, продуктов питания и так далее. Обеспечение углем и дровами, оказание материальной помощи, предоставление вспомогательных технических средств, это может быть коляски, ортопедическая обувь, костыли и так далее, предоставление услуг кризисных центров для жертв насилия, предоставление услуг приюта, предоставление услуг центров поддержки семьи и детей, предоставление услуг реабилитационных центров, предоставление услуг медико-социальной экспертной комиссии для установления группы инвалидности. Например, в плане
социальной помощи в каждом районе имеются центры по оказанию именно этих услуг. Например, можно отметить Холомто, центр, который оказывает одноразовое питание и ночлег нуждающимся людям. Так, на территории Первомайского района города Бишкек есть муниципальный центр, куда тоже могут обращаться люди для получения базовых для услуг, для базовых своих потребностей. В Ленинском районе, например, есть центр милосердия для женщин с детьми. Тоже вот вся эта информация расположена на сайте Министерства труда и социального развития, и социальные работники могут получать информацию, где какая помощь может быть оказана на бесплатной основе. Следующая большая группа помощи – это социально-правовая помощь, социально-правовые услуги. Потребность в этом у наркозависимых лиц очень высока. Как отмечают специалисты, это отсутствие документов – это актуальнейшая проблема номер один. Для того, чтобы получить какую-либо услугу, нужны документы, хотя бы паспорт. Да? А как говорит, как показывает практика, даже вот паспорта нет у многих наркозависимых граждан. Поэтому большая потребность в получении юридической помощи, в получении паспорта и прописки. Услуги адвокатской, юридической помощи включает такой вид помощи. Им надо помогать в сборе необходимых документов для того же оформления пособий, пенсий. Помощь нужна им в сборе материалов в суд, в поиске и восстановлении родственных связей, в защите имущественных интересов недееспособных граждан. Да, то есть в этом плане можно отметить, что на уровне каждого айлдукмүтү, в каждом управлении социального развития сидят адвокаты, юристы, которые оказывают бесплатную юридическую, адвокатскую, консультационную помощь. Поэтому тоже социальные работники могут получить всю информацию со стороны юристов и предоставлять соответствующим центрам. Актуальным видом помощи также является помощь в трудоустройстве наркозависимых лиц, потому что если есть работа, им гораздо легче преодолеть трудную жизненную ситуацию, поэтому социальные работники через департамент занятости могут оказать им помощь, содействие в трудоустройстве. Это тоже зависит от того, у человека есть профессия, квалификация или нет, есть у него желание работать или нет, именно в какой сфере он хотел бы трудиться. Да? То есть в зависимости от этого тоже составляется план работы, как можно с безработным дальше работать. Может быть, ему нужна помощь в составлении резюме, именно, может быть, консультационная помощь со стороны психолога необходима, да? Или же юридические какие-то есть нужные вопросы решать, поэтому в каждом районе есть департаменты занятости именно при Министерстве труда и социального развития. И социальные работники должны быть осведомлены о функциях деятельности департаментов занятости. Это также включает такие же этапы работы, как оценка уровня жизни, оценка профессиональных навыков, получение статуса безработного, выплата пособия по безработице и повышение квалификации, или же переподготовка и
переквалификация, может быть, безработного. Услуги департаментов занятости, они доступны. Информация висит на сайте Министерства труда и социального развития. Вот вы видите, например, где находится Бишкекское городское управление по содействию, Орское городское управление, там фонд развития навыков, Свердловский район, Первомайский район, то есть по районам и по месту жительства, по регионам социальные работники могут получить такие виды информационные данные и передать своим клиентам. Также большая группа услуг – это оказание психологической и педагогической услуги. Это консультация по принципу равный равному, предоставление на понятном языке информации об услугах, о доступности этих услуг, о профилактике ВИЧ-инфекции, о программах снижения вреда, консультирование дотестовое, может быть, послетестовое, может быть. Также проводятся во многих организациях мотивационные интервью именно на разные виды терапии. Также во многих НПО и госструктурах организовываются психологические тренинги в группах самопомощи именно по предотвращению каких-то негативных социальных явлений и по преодолению трудных жизненных ситуаций с помощью именно собственных ресурсов. Я постаралась рассказать вам, какая помощь со стороны социальных работников оказывается наркозависимым гражданам нашей республики. Но следует отметить, что все равно социальная работа с наркопотребителями в Кыргызстане находится на стадии развития, носит такой хаотичный, несистемный характер, нуждается в дальнейшем развитии, да, в поддержке нуждается и в систематизации нуждается. Поэтому вот я рассказала вам весь спектр услуг, которые оказываются именно в Кыргызстане. Спасибо за внимание.